Всем привет! Сегодня мой 19-й день Евро, четвертьфиналы. Я в Регенсбурге. Два матча сегодня. Один в Штутгарте, это 4 часа езды от меня. Другой в Гамбурге, это 10 часов езды от меня. Ну и казалось бы логично ехать в Штутгарт, но это будет, возможно, мой 12-й матч Евро. У меня есть определенный опыт. В Штутгарте играет сборная Германии против сборной Испании. Это домашняя Евро для Германии. Там будет повышенный спрос на билеты. А у меня нет сейчас ни одного билета. Поэтому я поеду в Гамбург дальше, но больше шансов зайти на стадион, потому что там Португалия, Франция. Названия громкие, но больше шансов на билеты. Потому что на Германию сейчас порядка 600 евро, на тех порядка 400. И я думаю, что на Францию, Португалию билеты могут обвалиться. Ну, либо дойти до какой-то адекватной цены. Ну и плюс там будет Мбаппе, старина Криштиану Роналду, все дела. В общем, я выбрал дальше, но надежнее, в Гамбург. Ну и плюс еще парочку интересных аргументов за Гамбург, о которых вы узнаете потом. Мой поезд меня первый уже ждет, меня впереди ждет 5 пересадок, так что погнали. Первый поезд Регенсбург-Нюрнберг. Я еду вообще с самого юго-востока на самый северо-запад Германии, вот прям через всю Германию. Делаю я это по Deutschland-тикету, то есть, по сути, эта поездка для меня, можно сказать, будет бесплатной. Ориентировочное прибытие в 2 часа дня, матч в 9 вечера, то есть небольшой запас на случай каких-то задержек. Но за 19 дней, проведенных в Германии, пока, в принципе, Deutsche Bahn меня разочаровал только один раз. Поэтому, может, я даже приеду вовремя, либо там с какой-то небольшой задержкой. Дальше Нюрнберг-Эрфурт. В Эрфурт поезд опоздал, я не успел на тот, на который планировал ехать дальше. Но ничего, быстренько перестроил маршрут. Теперь буду ехать на час дольше, чем планировал. Можно было ехать на 2 часа дольше с 2 пересадками, либо на час дольше с 4 пересадками. Ну, я пересадок не боюсь. Вот уже в каком-то Эйченберге жду в следующий поезд. А еще меня там полиция обыскивала. Проверила паспорт, карманы, все как положено. Причем за 3 минуты до отправления поезда. Еду в Геттинген. Дальше на Ганновер. В Германии часто поезда стоят на одной платформе, просто в разных ее частях. Вот как бы 4C, и вот прямо напротив 4D. То есть важно не перепутать. Так, еду из Ганновера в Уэльзен. И причем, оба поезда на 4-й платформе мои. Просто иду по платформе. Хотя платформ тут 20, наверное, в этом Ганновере. Но все равно не хватает. Очень много поездов. Вот вы слышали про Уэльзен? А тут видите, оказывается, железнодорожный вокзал в стиле такого, знаете, по-немецки депрессивного Гауди. Стилистика соблюдена. Посмотрите, даже какие тут лифты. В общем, удивил меня Уэльзен. Финишная прямая. Еду уже до Гамбурга. Я уже в Гамбурге, кроме одного пропущенного поезда, все остальное по плану, так что задержка всего час. Ну, приемлемо, я где-то так и ожидал. Говорят, что вокзал в Гамбурге самый крупный в Германии по пассажиропотоку. Гамбург встречает на позитиве. Не знаю, чего они хотят, но чего-то они явно хотят. Вокзал Гамбурга. Такая вот громадина. Но Гамбург показался не самым приятным городом по тому контингенту, который я тут встретил. Ну, говорят, что зона возле вокзала обычно самая плохая. Но я много привокзальных зон видел, но вот в Гамбурге как-то все особо печально. Центральная площадь Гамбурга. Такая у них ратуша. Довольно симпатичная для Германии. Вот какие-то павильоны. Там озеро, каналы, какие-то движения с лодками на каналах. Народ развлекается. Я уже возле стадиона.
Обстановка перед матчем, но, честно говоря, мне пока не до съемок. Я купил билет на сайте «Посредники», и что-то мне пришло письмо о том, что якобы билет пришел, но на самом деле билет не пришел. Похоже, я нарвался на ловкого мошенника. Иду разбираться в билетный центр. До матча час. Меня пытались кинуть на сайте «Посредники», не буду описывать всю схему, но вопрос решил, я внутри. В общем, не надо быть жертвой, если вы видите, что вас пытаются кинуть, надо писать в поддержку и решать вопросы. У хитрого мошенника не получилось, я внутри. Билет я взял за 273 евро на сайте «Посредники». Тут у входа предлагали по 350. Ну, как бы большим обрушением не пахнет, поэтому я думаю, что, наверное, для четвертьфинала, для такого матча я взял неплохие билеты. Volkspark Stadium, домашняя арена клуба «Гамбург», который сейчас играет во второй лиге, поэтому Гамбург скучает по большому футболу. 52 тысячи зрителей примерно, 2000 год реконструкция, мой 82-й стадион. Как обычно, сегодня много персональных фанатов Криштиану Роналду, который на этом Евро еще не забил, при том, что ожидаемо у него было 3 гола. То есть он испортил много моментов, не забив гол. То есть, по сути, он сейчас худший нападающий Евро. Ну и Мбаппе сегодня снова в составе. Его игра прекрасна. Но Франция пока забила 1 гол с пенальти, и остальные это были автоголы, так что у Франции с голами тоже пока не складывается. Давай. Сегодня иду на футбол с Игорьком. Посмотрите, у него татуировка Реал Мадрида. Вы понимаете степень любви Игоря к футболу? Я с 7 лет за Реал. И понимаете, сегодня играет Криштиану Роналду на поле. Мбаппе. А вы понимаете, для любого фаната Реала Мадрида Криштиану Роналду уже давно вызывает теплые эмоции. Он самый лучший футболист за всю историю Реала. Больше всего голов, куча трофеев и так далее. Видите, да? Как бы вот я говорил, сегодня есть персональные фанаты Криштиану Роналду. Но и Мбаппе сегодня на поле, то есть это Криштиану Роналду, да, это прошлое Реала, а Мбаппе будущее. Прикиньте, перебьет его рекорд, но это вряд ли. Ну, Мбаппе очень крут. Я наблюдал уже несколько раз на этом Евро за его играми, и просто... Но все равно, так как Роналдо и Месси играли, хер кто когда перебьет это все. Это потому что мы деды, Я думаю, что просто невозможно так играть. Это нереально. В общем, ожидаем огненного матча. Будет бомба. Захожу на арену Гамбурга. Ну, похоже, французов сегодня поболее. Вот это французская фанка, и там сзади чуть португальцев. У Гамбурга есть стена фанатов. Тут они, видимо, увековечивают своих самых преданных поклонников. Кого-то уже, кстати, нет живых. А кто-то, я думаю, показывает своим друзьям, что вот, посмотрите, я на вот этой легендарной стене фанатов Гамбурга. Клеечки Гамбурга. Вот, например, они, видите, ненавидят расизм. Вот такие нынешние футбольные фанаты. Дорога к трибунам тоже интересная. Наклеечки, надписи. В общем, интересно, когда вот эти подтрибунные помещения тоже круто декорированные, а не просто голый бетон. Ну, вот так выглядят подтрибунки стадиона с такими видами. Это мой 82-й стадион и 6-й стадион на Евро. Ну и 12-й матч Евро уже. Вот он, старина Криштиану. Он сегодня будет делать все, чтобы забить. А вот и Мбаппе. Собственно, 2 главных сегодняшних звезды. Из уважения к Игорю чувствам к Роналду и к моей любви к победе команд поменьше, конечно, мы сегодня за Португалию. 100%. И... Ну и вообще поярче фанаты у них, повеселее. Пусть... Ну и вообще, кто любит французов? Вот, пусть французы вылетают. Зачем нам эти зазнавшиеся пижоны? (0-0) после первого тайма. Достаточно частый счет в таких глубоких стадиях турнира.
обе команды боятся ошибиться, потому что цена ошибки слишком дорога, поэтому даже ожидаемых голов почти нет. Ну и хотя номинально сегодня фавориты французы, в первом тайме португальцы, конечно, выглядели посильнее. Ну и вы помните, я сегодня за Португалию, и было бы круто снять, если Роналдо забьет, как все порадуются. 0-0 после основного времени, Игорь, что ты скажешь об этом матче? Ну, матч был кислый, честно говоря. Ну, было пару моментов у португальцев, когда надо было решать. Я уже голос аж сорвал из-за этого, потому что я рассчитывал на гол. Но сейчас я думаю, что если не пенальти, то, наверное, Португалия может и забить. Я вам скажу, что фанаты сборной Португалии, конечно же, весь матч поярче, чем французы. Эти поют, а те сидят, скучают. Ну и сам матч, я вам скажу, что Португалия весь матч поярче, чем французы. Португалия играет, а французы так, отбывают свой номер. Очень странная ситуация, хотя номинально фавориты тут французы. Но по игре, конечно, португальцы намного интереснее. Игра переходит после матчевой серии пенальти, и это будет моя первая серия пенальти на Евро за 12 игр. На самом деле сегодня много дискуссий по поводу Криштиану Роналду. Вот хорошо, что он сейчас играет в сборную, или нет? Или надо было дать дорогу молодым? Конечно же, сегодня самая популярная футболка — это Роналду, все ждут, что он забьет. Но вот классику с Зиданом тоже. Вот я увидел гол Роналду вживую. Правда, после матчевого пенальти. Но, в принципе, считается. Нога Роналду, мяч в сетке. Франция проходит полуфинал Евро. Но, честно говоря, не по игре, конечно. По игре заслуживали португальцы. Португалия вылетает с Евро. И это был последний танец Роналду на этом Евро. Ну и в целом на Евро. Если на чемпионате мира он, может, еще сыграет, то это было точно его последний матч на Евро. Смотрите, такие стильные граффити. И сразу видно, кто тут играл. Правда, я не был в этом матче, но мяч был тоже огонь. Смотрите, какой серьезный фанат. Все тут декорировано. Одесский моряк! Помните петуха с матча в Дюссельдорфе? Он сегодня снова тут. Ну и видите, на фан-секторах абсолютно другие сидения. Ну, потому что тут никто на них не сидит. Вот видно, что, типа, наверное, съемка с одной стороны любительская, а с другой стороны, вот, микрофончик, штука, чтобы картинка не тряслась. Люди серьезно готовятся к съемке сегодня. Осталось 5 матчей. Вот видите, люди даже на костылях приезжают на Евро. Теперь ну вы мы что-то здесь- скажешь, что я не болел за Францию. Мы в начале выпуска так и сказали, что вы пришли поболеть за Францию. Ну, YouTube все помнит, интернет все видит. А вообще, если убрать вот эту всю историю веселую, есть кое-что грустно. Ну как, это типа такое ностальгическое. Я когда был малый, смотрел Евро 2000, еще 2000 года, это 24 года назад. Я думал, боже, а попаду ли я когда-то посмотреть на этот футбол? И вот мы тут. И ничего такого не произошло сверхъестественного. Жизнь никак не изменилась. Но это крутые эмоции, которые желаю испытать все. Это реально круто. Бля, это ни с чем не... Ну, это типа пиздец. А теперь вспомните, что я вам рассказывал в выпуске Италия-Испания, когда я говорил, что я вот сижу на этом матче и вспоминаю, как в детстве мне казалось что-то невероятным попасть на матч Евро на сборную Италии. Вот видите, со временем мечты становятся реальностью, но надо стремиться и надо делать. Не знаю, как далеко я дойду в этом турнире дальше, но четвертьфинал уже случился для меня. Ждем полуфинал и финал.
Cristiano Ronaldo!